Прямо сейчас за несколько минут я покажу вам, как из $100 можно сделать больше 1000. Но есть один важный момент. 95% людей, которые попытаются повторить сегодняшний видос, просто сольют депозит. И проблема даже не в рынке, проблема в голове. Сегодня вы увидите торговую сессию в лайве, без монтажа и склеек, без постфактум аналитики. Все решения будут происходить вживую. Будут ситуации, где все кажется однозначным, а через несколько секунд резкий импульс, сброс ликвидности и что вообще происходит. Вот это поворот! Но есть одно условие. Ничего не перематывайте. Если вы пропустите хотя бы один момент, то вся картина обрушится. Здесь важно не куда зашел, а почему зашел и что будет дальше. Погнали, сейчас будет интересно. Так, смотрите внимательно. Сейчас будет ситуация, где большинство умудряются ошибаться даже на самом, казалось бы, идеальном рынке. Если вы это поймете, начнете забирать такие движения максимально стабильно. Сделка на 3 минуты в шорт, цена идет вниз, и что очень важно, делает она это спокойно, без резких импульсов, без каких-то выносов, просто планомерно давит. Такие рынки, кстати, самые приятные для работы, но есть парадокс. Даже 95% людей умудряются ошибаться в такие моменты, потому что они либо начинают торопиться, либо наоборот просто боятся зайти в сделку. Смотрите, что у нас сейчас. Цена движется внутри канала Кёльтнер. Структура четко нисходящая. И самое главное, до нижней границы канала еще есть запас. То есть рынок еще не выжат. Ему есть куда идти. Но что делает большинство? Они смотрят на этот спокойный рынок и начинают выдумывать. А вдруг сейчас развернется? А вдруг я опоздал? Сидят такие, смотрят в экран. Ну, давай, может быть, уже хватит падать. Поверьте мне, я раньше делал то же самое. Серьезно. Я видел тренд и начинал сомневаться именно там, где все было максимально очевидно. И это ключевая ошибка. Запомните, сложнее всего торговать не сложный график, а простой. Потому что мозг пытается банально его усложнить. Смотрите дальше. Цена не делает никаких резких откатов. Нет агрессивных покупателей. Каждое движение вверх, оно слабенькое. Вот сейчас произошла небольшая коррекция, но уверен, через 2 минуты вы увидите абсолютно комфортный уровень. То есть продавец сразу гасит этот импульс. И это самый важный момент, самый важный сигнал. Если бы покупатель был сильный, мы бы увидели хороший импульс вверх, но его нет. Значит, контроль остается за продавцом. И вот здесь большинство начинает делать вторую ошибку. Они заходят и через пару секунд начинают нервничать. Сидят, смотрят в график, как будто от этого что-то изменится. Хотя по факту рынок делает все правильно. Просто он не обязан двигаться мгновенно. И вот здесь важно не начинать мешать сделке. Потому что дальше начинается классика. Может перевернуться, может выйти. И человек сам себе ломает ситуацию. А по факту все просто. Рынок идет вниз, структура сохраняется и запас движения есть. Мы просто смотрим. Поэтому резкие движения – это эмоция, а плавные движения – это контроль. И вот здесь уже видно, что сделка начинает себя отрабатывать. Видите? Поэтому, пока цена дорабатывает, запомните. Первое. Не усложняйте простой рынок. Если тренд есть, работайте по нему. Не начинайте суетиться, если все идет не по плану. Сделка в плюсе. Друзья, с $92 на балансе, логика была правильной, ничего не меняется. Продолжаем. Смотрите внимательно. Вот сейчас как раз тот момент, где большинство опять будет ошибаться. Цена подходит к нижней границе канала, движение слабое, вялое, без агрессии. И здесь важно понять одну вещь. Если рынок падает без импульса, он почти всегда дает короткую коррекцию. Я захожу вверх на 1 минуту. Почему именно минута? Потому что в нисходящем тренде откаты короткие. Если вы поставите 3 или 5 минут, рынок просто не обязан идти вверх так долго на нисходящем тренде. А вот за минуту забрать коррекцию самое то. Тут большинство делает ошибку. Они либо вообще не заходят, либо заходят на слишком длинную экспирацию. А потом сидят и вроде бы вверх пошло, а потом обратно вниз. Смотрите, чуть-чуть дает вверх, без импульса, да, особо, но спокойно. И вот это как раз то, что нужно. То есть не нужно ждать ракету. Нам нужен просто небольшой скачок. Нам не нужен тренд вверх. То есть в тренде зарабатывают не на разворотах. В
тренде зарабатывают на коррекции. Еще одна сделка в плюсе, прекрасно. Я продолжу торговать сразу же на этом графике на отскок от верхней границы канала Кёльнера. Только увеличу 4 минуты экспирацию. Ёбаный в рот. Вы это видите? Просто огромная зеленая свеча вверх. Допрыгался профессионал. Ну ладно, на самом деле такое бывает. Возможно, это просто вброс ликвидности. У новичков сейчас в голове будет происходить полная вакханалия, все, рынок развернулся, я ошибся, надо срочно что-то делать. Но на самом деле нужно подождать следующую минуту, посмотреть, не будет ли компенсации. Она начинается. Ладно, давайте спокойно. Что это было? Это не разворот. Это вброс ликвидности. То есть собрали стопы, сбили участников, забрали эмоции. А теперь смотрим внимательно. Компенсация. Следующая свеча у нас красная. Да? Цена возвращается обратно в диапазон. То есть, что произошло? Рынок сделал ложное движение вверх и продолжил работать по структуре вниз. И вот здесь ключевая мысль. Даже профи не могут предсказать такие вещи на 100%. Я этого не ожидал вообще. Но что меня сейчас может спасти, это правильная логика и правильное время экспирации. Если бы стояла минута, сделка бы просто не выжила. Поэтому также запоминайте несколько пунктов, связанных вот с такой часто встречающейся на самом деле ситуацией. Рынок не обязан идти по вашему сценарию. Разгоны депозита – это сложная история, которые редко когда получаются, тем более получаются с первого раза. Второй момент. Не спешите в любом случае. Если даже такая ситуация произошла, не спешите, потому что импульс не равно разворот. Может быть вброс ликвидности, но это не значит, что рынок развернулся. Вы можете начать сейчас перекрываться и сделать только хуже, понимаете? И время экспирации сделки – это тоже часть вашей стратегии. Посмотрим, конечно, как закроется моя сделка. На данный момент она уже внутри канала Кёльнера, даже пробивает его центральную линию. То есть давление продавцов, в принципе, сохраняется. Все приходит обратно к логике. Целая минута впереди у нас, друзья. Хочу забрать от вас немного, наверное, обратной связи. Если вам нравится такой формат видео, вам понятно и интересно, прожмите лайк, не пожалейте и напишите какой-нибудь комментарий. Возможно, с предложением новых тем, разбором их. Мне будет всегда приятно от вас обратная связь, так как в любом случае учимся мы вместе, зарабатываем тоже вместе. 35 секунд до завершения сделки. Я думаю, что это в принципе имеет место на успех. Единственное, что rate of change находится около значения. Но опять же, ладно, в условиях того, что такой был агрессивный всплеск ликвидности, неудивительно, что он на 100%. Короче, в любом случае, после этой сделки будем уже менять валютную пару, посмотрим, что будет еще интересного, поэтому поглядим. 4, 3, 2, 1. Да, $707. Друзья, помните, да, что начиналось всего со 100 баксов. Это результат всего 3 сделок. Свет выключился, но ничего. Мы продолжаем в любом случае. Так, все, меняем валютную пару. Туда я больше не пойду. Рынок дает четко понять, что нужно менять систему. Ну нахер. Так, здесь... нет, это мне абсолютно не нравится. В принципе, здесь мы уже с вами можем поторговать. Канадский доллар, японская иена, OTC. Смотрите, ну, в принципе, здесь понятная структура, движение читаемое. Без вот этих каких-то приколов, как было до этого, захожу в сделку $707 на 2 минуты. Это уже не сотка, я разогнал свой депозит. А логика почему?
Потому что структура сохраняется, рынок не ломается, движение контролируемо. И самое главное, нет хаоса здесь. Смотрите, как идет цена, без резких движений, без всяких истерик. Относительно тоже идеальный рынок. Многие, конечно, здесь тоже могут начать чудить, вдруг что-то случится, вдруг что-то пойдет не так, свет тому доказательства. Хотя рынок, в принципе, спокойно делает свою работу. Экспирация, я думаю, выбрана тоже была мной верно, 2 минуты, и как раз за это время цена, по большей степени обязана скорректироваться, так как там есть еще видимый уровень поддержки. Поэтому после сильных импульсов лучше менять инструмент. Тоже записывайте в копилочку, пригодится. Если рынок понятный, это по общей, в сегодняшней теме видео можно тоже сделать вывод. Если рынок понятный, усложнять его не нужно. Деньги делаются из простых движений, не в хаосе. Просто из простых движений. Так выглядит нормальная работа, без дерганий, без угадываний, строго по системе. Ну что, последние секунды данной сделки. 1300 с чем-то долларов я получу. И считаю этот результат вполне себе заслуженным. Если, конечно, сейчас сделка не закроется в минус. Напряженно, очень напряженно. Да, я думаю, что это просто буквально какие-то пункты меня спасли в конце. Давайте посмотрим. 5 пунктов. Окей, сессия прекрасная, предлагаю подвести итоги. Ну что, это не магия, это разгон депозита. Запомните 4 вещи про него. Разгон депозита – это риск, но риск контролируемый. Важно не количество сделок здесь, а их качество, потому что одна ошибка, и ты ошибся. Самые большие ошибки здесь будут не эмоции, а стратегия. Ошибаться в ней никак нельзя. Рынок будет всегда пытаться выбить вас из колеи, сломать вашу логику, но вы должны быть выше этого, только так удастся заработать. Друзья, если видос понравился и был полезным, обязательно лайки, комментарии, от вас лучшая для меня награда. В описании к этому видео оставлены ссылки на мой телеграм-канал, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, я буду рад вас встречать еще и там. Можете написать мне лично, задать все интересующие вас вопросы, а также принять участие в моих торговых сессиях. Спасибо за просмотр, увидимся в моих новых видео, всем пока!